Знание иностранного языка однозначно дает многие преимущества, но не всем легко дается освоить этот навык. Для многих людей изучение языка сопровождается волнением, внутренним напряжением, страхом ошибок и ощущением, будто слова внезапно исчезают из памяти именно тогда, когда нужно говорить. Это явление известно как тревожность при изучении иностранного языка, foreign language anxiety. Сегодня посмотрим, что это за явление, какие его психологические составляющие и как можно улучшить ситуацию. Но сначала, чем языковая тревожность отличается от обычной тревоги? Обычная тревога может возникать в самых разных жизненных ситуациях. Перед экзаменом, важной встречей или выступлением. Но тревожность при изучении иностранного языка это такое более специфическое явление, потому что она связана не только с необходимостью выполнить какую-то языковую задачу, но и с ощущением уязвимости собственной личности. Таким образом, иностранный язык затрагивает и самоощущение человека, а не только его память и внимание. Исследователи обычно выделяют три ключевых источника тревожности при изучении иностранного языка. Первое– это коммуникативная тревожность. Это страх говорить или воспринимать речь других людей на иностранном языке. Человек может понимать грамматику и знать слова, но испытывать сильное напряжение во время живого общения, и особенно сложным становится ситуация спонтанного разговора, когда нужно быстро реагировать, подбирать слова и одновременно следить за произношением. Номер два– тревожность тестирования. Этот тип тревожности связан со страхом провала, плохой оценки или ошибки. Во время экзамена тревога начинает занимать часть когнитивных ресурсов, и в результате ученик может забывать знакомые слова, путать грамматические конструкции или хуже понимать текст, который в спокойном состоянии показался бы ему простым. Номер три. Страх негативной оценки. Один из самых сильных факторов языковой тревожности– это страх того, как нас воспринимают другие. Изучающие могут бояться выглядеть некомпетентными, говорить глупо, иметь акцент или ошибаться перед преподавателем или группой. И даже небольшие ошибки иногда воспринимаются человеком как угроза его личности или его интеллектуальному образу. Теперь посмотрим, какая психологическая сторона языковой тревожности. Как я уже упомянула, языковая тревожность затрагивает и наши навыки, и нашу личность. И здесь исследователи выделяют три основные психологические проблемы. Первое– угроза тому, как мы себя воспринимаем. На родном языке человек ощущает себя компетентным, полноценным, но на иностранном эта уверенность часто разрушается. Взрослый человек внезапно не может выразить сложную мысль, поддержать разговор или проявить чувство юмора. Возникает внутренний конфликт между тем, кем мы себя считаем и как мы звучим на иностранном языке. Когда человек говорит на родном языке, он чувствует себя естественно. Он может шутить, выражать эмоции, демонстрировать интеллект и проявляться, как сейчас психологи любят говорить. Но на иностранном языке многие из этих возможностей временно исчезают. И даже взрослый, самоуверенный человек может почувствовать себя беспомощным, будто его способности внезапно сократились до уровня ребенка. Номер два. Затруднение в выполнении языковых задач. Даже хорошо подготовленные ученики могут испытывать проблемы в реальной коммуникации. Во время разговора необходимо одновременно вспоминать слова, строить грамматику, следить за произношением, понимать собеседника и думать о содержании ответа. И вот тревога усиливает нагрузку на рабочую память, из-за чего выполнение каких-то из перечисленных задач становится значительно сложнее. Номер три. Конфликт идентичности. Изучение языка связано с новой культурой, и люди нередко начинают говорить или вести себя так, как принято среди носителей языка. Но подобное поведение может вступать в противоречие с привычными ценностями, манерой общения или ощущением собственной личности. Именно поэтому некоторые люди чувствуют внутреннее сопротивление или дискомфорт, даже если хорошо владеют языком. Как тревожность влияет на процесс обучения? Здесь есть три этапа, на которых языковая тревожность может вмешиваться в процесс изучения языка. Первый– это этап восприятия информации. Это тот момент, когда человек впервые сталкивается с новой информацией. Например, он слушает преподавателя, читает текст или воспринимает новую лексику. Тревожность здесь работает как отвлекающий фактор. Человек настолько боится что-то не понять или пропустить, что внимание начинает рассеиваться, и в результате мозг может просто не зафиксировать какую-то часть информации.
Два. Это этап обработки информации. После получения информации человек должен ее как-то организовать и осмыслить. Но тревога занимает ресурсы рабочей памяти, и чем выше напряжение, тем меньше когнитивных ресурсов остается для анализа грамматики, понимания структуры предложения или усвоения правил. Поэтому тревожные ученики часто медленнее усваивают материал, они хуже понимают сложные конструкции и быстрее устают во время занятий. Три. Это этап воспроизведения. Это использование языка в речи и в письме. Именно здесь многие чувствуют ступор, и даже если человек знает правильный ответ, тревога может блокировать доступ к информации из памяти. И тут появляются заикание, длинные паузы, забывание слов или использование слишком простых фраз, например, на высоких уровнях. Важно понимать, что молчание не всегда означает отсутствие знаний, и иногда проблема начинается еще раньше на этапах восприятия и обработки информации. Но есть и хорошие новости. Оказывается, не все так плохо, и тревожность не всегда вредит. Исследователи различают два типа языковой тревожности. Первое – это разрушительная тревожность, debilitating anxiety. Это форма тревоги, которая мешает обучению, то есть все то, о чем мы уже говорили сегодня. Она вызывает избегание общения, страх ошибок, желание пропускать занятия и отказ от разговорной практики. В таком состоянии мозг переключается в режим «бей или беги», а внимание сосредотачивается не на языке, а на эмоциональной угрозе. И вторая – стимулирующая тревожность, facilitating anxiety. Умеренное напряжение может, наоборот, помогать. Оказывается, что небольшое волнение повышает концентрацию, усиливает внимание, мотивирует нас лучше готовиться и в целом делает человека более вовлеченным. Такой тип тревожности чаще встречается у продвинутых учеников с высокой уверенностью в себе. Они воспринимают тревогу не как угрозу, а как вызов. Что делать с этим всем и как улучшить ситуацию? Полностью избавиться от тревожности часто невозможно и не всегда нужно, но ее можно сделать управляемой, и для этого есть несколько эффективных стратегий. Первое. Практиковать язык в безопасной среде. Чем чаще человек использует язык без страха оценки, тем слабее становится его тревожность. В этом плане полезны языковые клубы и разговорные группы, общение с людьми похожего уровня и онлайн-практика. 2. Осознавать собственную тревогу. Важно понимать, какие именно ситуации вызывают наибольший стресс, какие навыки кажутся наиболее сложными и какие мысли появляются во время общения. Само осознание тревожности уже снижает ее интенсивность. По такому же принципу она снижается, если перестаем пытаться от нее избавиться. Номер 3. Использовать позитивный внутренний диалог. Тревожные ученики часто мысленно критикуют себя, и замена таких мыслей на более реалистичные помогает уменьшить эмоциональное напряжение. 4. Развивать эмоциональный интеллект. Исследования показывают, что люди с высоким уровнем эмоциональной регуляции лучше справляются с тревожностью. Они лучше замечают свои эмоции, контролируют свою реакцию на ошибки и быстрее восстанавливаются от стресса после неудач. Преподаватель тоже играет огромную роль в формировании эмоциональной атмосферы в классе. Он должен создавать безопасную среду для обучения, потому что чем меньше страх осуждения, тем активнее студенты участвуют в коммуникации. В этом плане особенно важны поддержка, дружелюбие, нормализация ошибок и уважительное отношение к попыткам говорить. Еще стоит работать в парах и небольших группах, так как это снижает давление по сравнению с выступлением перед всем классом, перед всей группой. Еще важно давать ученикам возможность подготовки к заданию, потому что спонтанная речь вызывает максимальный уровень тревожности, особенно на более низких уровнях. Когда студент получает время на подготовку, нагрузка на рабочую память снижается. Еще важную роль имеет открытость. Я люблю обсуждать тревожность открыто с моими учениками, так как их переживания абсолютно нормальные, знакомы всем нам в какой-то степени, и после такого принятия уровень стресса заметно уменьшается. Я сама прошла путь от разрушающей до помогающей тревожности, и несмотря на то, что у меня всю жизнь повышенная тревожность, я довольно неплохо справляюсь со своим уже четвертым иностранным языком. В конце хочу добавить, что тревожность при изучении иностранного языка – это не показатель неспособности к языкам и не личная неудача, как некоторые думают. Она возникает потому, что язык связан с нашей личностью, самооценкой, памятью, вниманием и социальной идентичностью, а не только с грамматикой и словарным
запасом. Таким образом, изучение языка — это одновременно и когнитивный, и эмоциональный процесс. И чем лучше мы понимаем психологические механизмы тревожности, тем эффективнее можем учиться, преподавать и поддерживать друг друга в этом процессе.